Итак, предыстория вкратце. Как-то раз на деревню напал здоровый лис. Потом прискакал деревенский староста верхом на жабе с пирсингом. Потом был ослепительный свет, и лис оказался запечатанным в младенце. Что? Харитон Петрович! Что? Вы не поверите, кто-то нашу гору почета разукрасил. Говорят, что это какой-то белобрысый мелкий паренек. А, так это же Никита Узумаков. Это тот раздолбай, который даже академию не закончил? Тогда не переживайте, мы его быстро поймаем. Да, вот идиоты. Ха-ха. Surprise, motherfucker. Никита, у тебя такой талант, а ты тратишь его впустую. Ты голубоглазый блондин в оранжевом комбинезоне. Но у тебя все равно получается скрыться от опытных шиноби в солнечный день. Я тебе говорю, если бы ты посещал мои уроки, то из тебя получился превосходный ниндзя. Ну, что скажешь? Так, все, показывайте свои превращения. Если кто-то завалит, то все получат двойки. Сойдет. С вами все в порядке? Блять. Прописать Розе таблетки. Тоже неплохо. Ну, Никита, ну не выделывайся ты хоть в этот раз. Иначе нас показывать будут еще реже. Хорошо, хорошо. Ха, буду я слушать второстепенных персонажей. Ахалай, махалай. Что, Игорь Сергеевич, кровь в головке прильнула? Да ты хоть знаешь, что у меня от резкого возбуждения голова увеличивается несколько раз и сосуды лопаются. А это неизлечимый японский синдром. Да ты у меня теперь отрабатывать будешь до второго пришествия. Работай, нигер, солнце еще высоко. Да здесь хоть до заката 3 все равно не ототрется. Зато красить потом не будешь. А ты еще и превращение завалил, и меня дураком выставил. В смысле превращение завалил? Да вы хоть знаете, что в голую бабу тяжелее превратиться, чем в вас? Если так подумать, то он прав. Может, не надо было быть с ним таким строгим. Но кто-то же должен отмыть это все. Что бы мне придумать? Точно, так и сделаю. Слушай, Никит. Чего вам еще? Знаешь, если бы ты закончил раньше, я бы тебя дошираком покормил. Но так как ты вряд ли успеешь до закрытия доширачной, то... вряд ли это сработает, он же не такой идиот. Подождите, я сейчас быстро закончу. Быстро закончили. Ага, сейчас. Так вот, Никита, я чё хотел спросить-то? Ты вообще зачем гору-то раскрасил? Там же выдолблены лица наших деревенских старост. Ты так неуважение к ним хотел показать, что ли? Нет, дело не в этом. Вы же помните, что я в будущем тоже планирую стать старостой? Ну да, и что? Ну и в общем это тоже входит в мой план получения титула старосты. А если не секрет, какой у тебя план-то? Так уж и быть, поведаю вам его. Итак, мой план состоит из 3 частей. Для начала я прогуливаю уроки, издеваюсь над учителями, раскрашиваю гору почета, надругаюсь над могилами, ну и короче всяческими образами привлекаю к себе внимание. Потом я... И из-за всего этого я стану деревенским старостой. Что, поражены моим гениальным планом? Да, с ним я обязательно приду к успеху. Никита, тебе не кажется, что твой план немного недоработан или нелогичен? А вам не кажется странным, что наша гора похожа на гору Рашмар? Никита, мы говорим на русском, но пишем все иероглифами. У нас большинство людей ниндзя, но никто не одевается соответствующе. У нас развиты технологии, но воюем мы все еще с кунаями и магией. Короче, не задавай вопросы и прими все как есть. Хорошо. Слушайте, Игорь Сергеевич. Чего тебе? Это вы завтра принимаете выпускной экзамен в академии? Ну да, что? Умоляю вас, не спрашивайте технику клонирования. А в чем дело-то? Просто сколько не читал, сколько не пытался, вообще не получается ее правильно сделать. То есть, тебе даже техника глюков легче кажется? Да можете ставить хоть технику глюков, хоть технику призыва. Но умоляю вас, не ставьте на экзамене технику клонирования. Хорошо, я тебя понял.
Сегодня вы сдаете технику клонирования. Ну блин. Но ничего, надо лишь верить в себя и все получится. Ляски-масяськи! Да. Не зачет! Игорь Сергеевич, парень же так старался. И в конце-то концов один клон-то получился. Может, сделаете ему поблажку? Михаил, я надеюсь, вы понимаете, что каждому дипломированному ниндзя нужно знать технику клонирования. Она помогает запутать врага и таким образом выиграть время. С его же клоном можно запутать только... Ну разве что очень тупого врага, который типа... Он что, умер в начале боя? Ха, повезло. Ну или учителя, потому что он именно так выглядит на уроках. Что, кстати, наводит на мысли. Короче, остается только одно. Не зачет! О, смотри, только Никита остался на 2-й год. Так и надо этому шалопаю. Может, хоть это отучит его пакостить? Да, этого только могила исправит. Это точно. Он как родился, нам чуть город не разрушил. Блин, что-то на меня наговаривают уж слишком. Никита. А? Ну как тебе конфета? Да спасибо, вкусная была, но мне все еще не весело. Ты все еще из-за экзамена грустишь? Так ведь сам же виноват, что завалил его. Ты же знаешь, Игорь из-за тебя поставил клонирование на экзамене. Да? Но я же как раз просил не спрашивать эту технику на экзамене. Вообще-то он решил, что ты намекнул на обратное. В смысле? Ты что, не читал сказки дядюшки Римуса? Где еще братец-кролик просил не кидать его в терновый куст? Чего? Да, походу он тебя несколько переоценил. Ладно, давай перейдем к делу. Ты же знаешь, что можно пересдать, а? Что? Только тебе придется украсть строго охраняемый свиток с секретными техниками деревни. Не вижу ничего подозрительного. Игорь, я слышал, ты поставил Никите незачет. Ну да, что? Надеюсь, не потому, что ты винишь его в трагедии, которая случилась 13 лет назад. Меня сейчас тошнит. Нет, он же был младенцем тогда, это было бы тупо. Он просто плохо сдал экзамен. Игорь, открывай, чрезвычайная ситуация. Что? Да тут такое случилось, вы не поверите. Никита украл свиток с секретными техниками. Но как? Там же охраны до жопы было. Как вы могли его упустить? Это же сопливый недошиноби! Харитон Петрович, даю слово, я даже глаза не спускал со свитка. Просто малец такой быстрый оказался. Я такой сижу себе, никого не трогаю, и тут раз, он как пуля промчался, и я от неожиданности даже кроссворд уронил. Ну а потом, знаете, короче... Отлично, теперь мне осталось лишь отобрать свиток у Никиты. В этом свитке содержатся сложнейшие техники, а значит в его руках он бесполезен. Ну вот, все абсолютно понятно написано. Почему у нас в учебниках не так? Блин, где же он? Вижу! Ну все, Никита, настало твое время. А что, уже сейчас пересдача будет? Просто Михаил Васильевич мне сказал, что я могу пересдать экзамен, если выучу техники из этого свитка. То есть то, что свиток секретный, его не волнует. Ты сказал Михаил Васильевич? Никита, я пришел спасти тебя. О чем это вы? Он специально сделал такую систему пересдач, чтобы если хоть у кого-нибудь получилось украсть свиток, он бы убил его и забрал бы свиток себе. Никита, не слушай эту чушь. Если бы я объявил такую пересдачу, то меня бы давно на кол посадили. Черт, логично. Но он все равно хочет тебя убить. Но зачем ему это? Я, конечно, докучаю всей деревне, ему в особенности, но... Нет, я говорю о том, что 13 лет назад тебе запечатали девятиухвостого лиса, напавшего на деревню. Но почему мне об этом не сказали? Видимо, они не хотели тебя травмировать. А в итоге травмировали еще больше. Теперь тебя ненавидит вся деревня, и только ты не знаешь почему. То есть все это время люди ненавидели меня из-за этого? Но я же тогда был младенцем, я ничего не мог сделать. Послушайте, это же бред. Но ведь бред, послушайте. Что вы несете? Ну бред. Отлично, он впал в ступор. Пора действовать. Никита, чё разлегся? Он устал и побежал. Игорь Сергеевич, вы только что пожертвовали собой ради меня. Я и не знал, что я вам так дорог. Если бы я знал раньше,
что мы бы могли дружить. Я бы ходил на все ваши уроки. Я бы никогда не подкладывал вам кнопки. Я бы... Да заткнись ты уже! Ты что, не заметил, что у меня в спине огромный сюрикен торчит? Ты хоть знаешь, как это больно? Живо встал и вытащил у меня из спины сюрикен. А то я сейчас сам встану и в жопу тебе его запихаю. А ну давай, живо вставай и... Эй, куда? Ха-ха-ха, спасибо, что прогнал Никиту. Теперь мне легче будет с тобой разобраться. Тебе никто не... Лови! Тебе же позвоночник пробил. Я думал, ты как минимум парализован. Так это же не мы. А, я и забыл. Ну ладно, пока. Судя по палантиру, носитель девятихвостого убегает с секретным свитком. Может послать подкрепление? О, дом 2 начинается. Никита, отдай мне свиток, я же твой любимый учитель, помнишь? О, Игорь, давно не виделись. Что сидишь? Да вот отдышаться пытаюсь. А что случилось? Ну, во-первых, ты меня так неплохо ранил. Во-вторых, мне еще Никита со всей дури солнечное сплетение дал. А с чего это он? Я сказал, что я его любимый учитель. И он подумал, что ты это я? Ага, мне кажется, он вскоре осознал свою ошибку. Да неужели? И я надеюсь, он глубоко жалеет о содеянном. Слушай, Игорь, скажи мне, в какую сторону побежал Никита? Если скажешь, я тебя даже не убью. Да, я согласен, но перед этим скажу следующее. Если я сегодня умру, то Никита точно останется на 2-й год. Над ним будут насмехаться, его будут оскорблять, унижать и лишат доступа к дошираку. Только не к дошираку. Но если кто-нибудь, находящийся поблизости, меня спас, то я бы Никите поставил зачет. И плюс к этому позволил бы ему есть доширачный целый день за мой счет. Я повторяю, целый день за мой счет. Твоя речь слишком подозрительна. Умри! Я должен бороться за доширак. Тебя реально сейчас прикончат, ты слышишь? Вот, блять. Какие он забавные звуки издавал, когда я его бил. Походу, если я не исполню обещание, то забавные звуки буду издавать я. Эй! Вы же должны были найти Никиту с помощью вашего палантира и нам сказать, где он. Вы, надеюсь, не забыли? Блять. Да открывай уже глаза, уже солнце зашло. Ну ты, конечно, даешь, Никита. Я из-за тебя уже несколько часов здесь стою. А, и ты сдал зачет. Теперь ты дипломированный ниндзя. Бандана это типа символизирует. Надеюсь, ты доволен? Отдайте мои очки! А, да, это сейчас отдам. Но я действительно был рад ему зачет поставить. Он довольно неординарный ниндзя. И с удовольствием свожу его в доширачную. Но только я надеюсь, он вспомнит, что мне перед этим нужно в больницу. А то я как бы ранен и несколько часов истекаю кровью.